Основатель Москвы Юрий Долгорукий выбрал для города очень удобное место. Узкий мыс между реками Москва и Неглинная. Реки являлись естественной защитой, преградой от набега врага с юга и с запада. Но по мере разрастания города речка Неглинная стала мешать горожанам, и они решили спрятать ее под землю, закопать ее. И, как вы уже поняли, сегодня я хочу попасть в самую популярную подземную реку столицы, в речку Неглинку. Ну и показать ее вам, конечно. Еще 3 века назад Москву невозможно было представить без реки Неглинной, но город бурно развивался, и к концу 18 века речка превратилась в сточную канаву. Ее даже пытались благоустроить. На месте Цветного бульвара появились пруды, а на всем протяжении нынешней Неглинной улицы русло реки выпрямили и устроили каменные набережные. Но от запахов сточных вод это не спасало, и зловонную речку решили заковать в коллектор под землю. Сделано это было в 1819 году, как раз во время массовой реконструкции Москвы в ходе восстановления после пожара 1812 года. Первое упоминание речки в летописях с 1401 года как Неглинна, затем в 17 веке уже Неглинка. Согласно одной из версий, река получила свое название из-за топий, болот в ее русле, Неглинок, болотце, болотистое место с ключами. По другой версии, название реки произошло от песчаного, неглинистого дна. Неглинка, нет глины, один песочек. В конце 18 века ушло под землю нижнее течение речки, затем пропадали средние участки русла, и наконец уже в 20 веке был засыпан исток в Марьиной роще. Речка полностью перекочевала под землю. Переодеваемся, одеваем Эльку, вот такую вот штуку, и идем в речку. Все, мы почти готовы. Со мной, кстати, Flying Dick, Хелл, Фантомас и Тихий. Все, мы погнали в речку. Как мы попадаем в подземные речки? Так, стороночку держи. Нет, не поднимай. Все. Первый пошел. Так, потом кто я, да? А там тепло. Когда спускаетесь, покажи инструмент. когда спускаетесь, отходите от лестницы и кричите наверх вот, свободно. Вот это инструмент. Прикольный. Свободно. Да, очень удобно. Принял. Следующий. Ух ты, точно речка. Вон вода бежит. Ну, Так, я или ты? да, ты. Я? Ну давай. Свободно. Ну все, ребят, моя очередь. Залазит Хелл, закрывает за собой люк. Такое эхо. И мы в Неглинке. Итак, товарищи, мы с вами вместе слияния реки Неглинки и реки Напрудной. Вот туда это Напрудная, вот там это Неглинка. Кстати, ребят, как раз одно время именно верховья Неглинки до слияния с Напрудной назывались Самотека. А, улица Самотечная. Да, поэтому, собственно, и улица Самотечная. Да, что касается техники безопасности в речках. Ну, первое, про что всегда обычно рассказывают, да, это коллекторная волна. Что такое коллекторная волна? Это резкое повышение уровня воды в коллекторе. Так как мы сейчас с вами забросились зимой, коллекторная волна из-за дождя, она, к счастью, в принципе, невозможна, да. Также может быть коллекторная волна техногенного происхождения. Техногенный сброс, детский. Да, Слив, да. сброс, слив и еще что-то. Но так как сюда сброс из ТЭЦ не выведены, нам это, в общем-то, особенно не грозит. Что еще? Загазованность. Ну, Неглинка, слава богу, речка популярная, исхоженная, излаженная, поэтому очень маловероятно, что здесь мы столкнемся с какими-то скоплениями опасных газов. Но, парни, все равно, пожалуйста, если вы чувствуете, что у вас кружится голова, что-то там заболела голова, да, что-то хреново, в горле першит, обязательно давайте знать. Почему? Потому что сюда дофигища разных врезок.
То есть, ну вот, допустим, да, целый год сюда ничего такого паршивого, опаснее говна обычного не сливали, а вот сегодня вдруг решили, да, вот это вдохновение проснулось, слить сюда какой-нибудь иприт. Ну, так, чисто гипотетически. Вот, поэтому тут не нужно как бы включать мачо, да, если что-то не так говорите. Ребят, мы идем на юг к Садовому кольцу. Вот этот коллектор, он построен был еще до революции в 1906 году. Тут тепло, я думаю, что градусов 10, наверное, плюс 10. В принципе, ребят, идти здесь нормально, удобно. На дне попадаются иногда канавки. Ну так, проваливаешься немножко. Вода, ну вода нормальная. Хотя, ну, какая-то мутноватая слегка. Очень много-много врезок сбрасывают сюда, и химикаты могут сбросить. Но так относительно вода чистая. Ребят, вот такие вот попадаются врезки. На что похожи? Правильно, на яйцо. Это сливной коллектор. Их тут несколько штук. Вот это уже, по-моему, 3-й или 4-й на нашем пути попадается. Делался он просто. Ложилась вот сюда, закладывалась деревянная опалубка. Обкладывалась все кирпичом. Опалубка продвигалась дальше. И вот такое вот яичко получалось. Вот, сейчас, как видите, здесь туман небольшой. Это вас пусть не смущает. Это никоим образом не опасно. Проблема с железным конем – не беда. DM Gadget Автоэлектроника, разработка и изготовление адаптеров для свапа, согласование приборных панелей и других автомобильных систем в различных сочетаниях, замена двигателей, разблокировка мобилайзеров Toyota, корректировка показаний спидометра, снятие ограничений по скорости и многое другое. Ссылочка на группу в описании. Вступай, и тебе обязательно помогут. Здесь люк закрыт. Его снаружи не открыть. Ну, может быть, там дорога над нами. Такие вот замочки сделаны. А это корни деревьев, которые пробились сюда в коллектор. Вот они прям там. Ну, здесь, наверное, кусок корня здоровый выпал. Наверное, его отрезали и забетонировали, да? Ну, по всей видимости, так. Скорее всего, да. То есть за коллектором все равно следят. Восстанавливают кладку. Меняют кирпичи, потому что ни одного выпавшего кирпича я пока не увидел. Вот, ребят, врезка. Это керамическая труба, она очень-очень старая. Завод находится в городе Боровичи, и этим трубам больше 100 лет. Керамика. А на этом участке проведена санация до бетонирования. То есть здесь уже кирпич, он начал разрушаться. Ну и чтобы коллектор дальше не разрушался, нужно было выполнить такую защиту. Ну, впрочем, неудивительно, да, он 100 лет стоял. То есть вот здесь, пожалуйста, на этом участке видно. Хороший кирпич, больше 100 лет и отлично выглядит. В общем, оштукатурили коллектор. Вот, ребят, видите, прямо видно, насколько поднимается вода. Выше колена примерно. До бедра. До бедра, да. И если ты здесь находишься в этот момент, то будет совсем нехорошо, потаскает нормально. А это вот отремонтировали местную какую-то дренажку и поставили свеженький такой красивый шивер. Году в 16-м, наверное. Ну, точно сейчас дату, конечно, не определишь. Как думаешь, за ним есть вода? Или он пустой? Хороший вопрос. Вот без понятия. Потому что, видишь, он с уплотнителями резиновыми. Да, то есть да. он может быть вполне герметичен. Ну и по логике он должен быть герметичен. И кто им управляет? Вот в чем вопрос. Ну, тот, кто теперь эксплуатирует вот ту часть Представляешь, дренажки. сейчас откроют и нас смоет. Ладно, валим отсюда. Ребята, мы сейчас находимся под Садовым кольцом, над нами ездят машины,
Когда-то вот вместо этих плит была решетка, и сюда сбрасывали снег зимой. Но сейчас положили плиты, и этого не делают. Где-то в 2000-х годах это место было снегосбросом. Слева вот у нас идет дублирующий тоннель, коллектор точнее. Он новый сделан, а это старый тоннель 1906 года. Здесь вот также есть приток. Один приток, вот с той стороне приток. Так что мы под Садовым кольцом. И периодически слышно, как вот, слышали? Это ездят машины и наезжают на люк. Вот, слышали удар? Машины ездят. Но в этот приток мы не пойдем, он ракоходный, нам надо идти дальше. Обходный коллектор, вот он здесь выходит. Да буквально метров через 50. О, люк. Люк открыт, можно вылезти. Но мы этого делать не будем. Идем дальше. Да, кстати. А вот это показатель того, насколько иногда затапливается камера. Видишь? Охренеть, ребят, То есть представляете? вот все это поток несет, да, и это остается на лестнице или на каких-нибудь выпусках. Ребят, прикиньте, уровень воды поднимается, который, скроет вообще запросто. Так что, ребят, сами в речки подземные не ходите, если не знаете, без проводников. Вот, пишите Хэллу, он вас сводит. А вот как раз иллюстрация того, как работает коллекторная волна. Вот в этой дренажке видно, лючок лежит. Да, такой конкретный тяжелый лючок. Вот из-за ребер жесткости можно определить, что это как раз для проезжей части. То есть масса у него около 80 килограммов, ну, в зависимости от серии. Понятно, что его никто сюда не притащил, он не упал, потому что не видно смотрового колодца. То есть его сюда притащило течением. Это вот, чтобы понимать силу течения, и в момент коллекторной волны получается так, что не просто вода идет, но это такой селевой поток. Это с разным мусором, камни, металл и прочее. Ну и те несчастливые, кто попал. Да, что если люк 80 килограмм весит, то диггер весит плюс-минус столько же, то поплывет так же, как лючок по коллектору. А вот восстанавливали свод, доски и сверху заливали бетоном. Мы дошли до поворота. Не знаю, сколько мы, ребят, шли, скорее всего, минут, наверное, 30. И принял, и река поворачивает налево. Вот мы сейчас уперлись в забутовку, то есть вот мы шли до этого по историческому коллектору, сейчас забутовка. За ней также исторический коллектор продолжается, но он сейчас не эксплуатируется. А мы пойдем по новому коллектору, который построили в 70-х годах. А причина такая, то что старый коллектор, его сечения не справлялись с паводками, расходами воды. То есть в дождь случались наводнения. В общем-то, во второй половине 20 века случались очень серьезные наводнения из-за того, что Неглинка не справлялась с пропуском этой воды. Ну, центр затапливало так конкретно. Можно даже фотографии найти, они есть. И поэтому в 70-х построили вот как раз вот этот вот коллектор большой, с набережными. Мы сейчас в него попадем. Поэтому, ребят, за этой стеной тоннель старый, дореволюционный, он уходит прямо. Но я думаю, что мы в него с вами попадем, но чуть-чуть позже. А пока у нас препятствие, будем спускаться вниз. Перепад уровней. Речка уходит вниз. Вон, ребята уже начали спускаться. Водопадик. Да, осторожней, на перепаде сколько. Вот здесь сделали веревку. Классно, молодцы. Специально для таких, как мы. Вот так вот привязана веревочка на 2 арматурины. Вот впереди водопад, отсюда мы идем.
и поворачиваем направо. Коллектор здесь вот такой вот огромный, прямоугольной формы, и сделан он для того, чтобы увеличить пропускную способность. Построили его открытым способом. У старого коллектора пропускная способность была 13 кубов в секунду, а у этого 66. Раньше здесь постоянно были наводнения, ну а так как пропускную способность увеличили, то все, про наводнения забыли москвичи. А так периодически затапливало Цветной бульвар, по-моему, да, Самотечную площадь и так далее. Ну и, конечно, граффити, куда же без них. Да, мы идем, а над нами едут машины, идут люди, ничего не подозревающие о существовании этой речки. Коллектор поворачивает, и мы, похоже, пришли к Трубной площади. Все, ребят, наконец-то мы нашли то, что искали. Вот он, тоннель, старый, тропа Гелеровского, да? Ну, да, его можно как бы с натяжкой назвать тропой Гелеровского. Дело в том, что Гелеровский конкретно по этому коллектору не ходил. Он участвовал в обследовании старого коллектора, вот, а потом уже в 1887, да, в этом году как раз была проведена такая серьезная реконструкция вот этой части. То есть уложили белый камень на дно, в целом его почистили, подремонтировали. И вот как раз вот мы уже видели часть этого коллектора до перепада, да, там где забутовка у нас была. С той стороны. Да. То есть если мы сейчас прямо вот так вот пойдем, мы упремся в ту забутовку с другой стороны. Но мы до самого конца не пойдем, потому что он сильно заилен. И что особенно вот сейчас интересно, диггер Даниил Давыдов, он ведет титаническую, в общем-то, работу над тем, чтобы эту часть сделать музеем. То есть часть Неглинки сделать музеем. И у него сейчас есть серьезные подвижки, вроде бы как будет музей. И это будет замечательно, потому что, ну, на самом деле такое есть в Париже, в Милане, да, в других европейских городах. А у нас как-то нет. Хотя, в общем-то, есть чем гордиться, есть что показать. Да. У нас есть немало исторических речек, я имею в виду те, которые были построены до революции. Они собой представляют, в общем-то, так, тоже памятники архитектуры. Это тоже все люди строили, старались, да, и делали это качественно и, в общем-то, красиво. Ну, если сравнить, да, просто железобетонные блямбы и вот кирпичный сводик. В общем-то, если здесь появится музей, это будет замечательно. Владимир Алексеевич Гелеровский родился 26 ноября 1855 года в Москве. Русский и советский писатель, журналист, краевед Москвы. Современники называли его королем репортеров. Автор многих стихов, статей и книг, в том числе знаменитой книги «Москва и москвичи». После посещения коллектора Неглинки он писал следующие строки. «Я остался один в этом замурованном склепе и прошел по колено в бурлящей воде шагов 10. Остановился. Кругом меня был мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку. Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо, приходилось нагибаться.
И все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью. Рассмотреть нельзя было, да и до того ли было. Ребят, мы подошли к самому красивому коллектору реки Неглинной. Щекотовский тоннель его называют, Щекотовский коллектор. Построен он был в 1914 году. Протяженность его 117 метров. И он такой необычной треугольной формы, не имеет прямых углов. Строился он с помощью опалубки, то есть бралась деревянная опалубка, вокруг нее выкладывался свод кирпичом. И получалась вот такая вот красота. В 2010 году в этот коллектор спускался Лужков, тогда еще мэр Москвы, и он сказал интересную фразу про тараканов. Единственное, что там является страшным, как некоторые говорили, там черепа и так далее, там живут и благоденствуют крупные тараканы. Тараканы, которых мы в бытовой, в нашей жизни даже и не могли себе представить. Сантиметров под 10. Они беленькие, потому что там темно. И не хотят, чтобы их человек трогал руками. Я пробовал это. Они сразу прыгают в воду. Они пловцы хорошие. И дальше выползают где-то ниже. Вот так вот выглядит Щекотовский коллектор. Щекотовский тоннель. Арочный треугольный свод. И поговаривают, что хотели всю речку, всю Неглинку вот, заковать в такой коллектор, такой формы. Но началась Первая мировая война, и денег, естественно, не хватило. Не было на работы. Вот это место называется гильотина, ну, из-за соответствующего вида. Похоже. А по факту это шибер. А вот это вот направляющее. Ну и, соответственно, он как по гильотине, да, скользит вниз, перекрывает поток. Вот дальше, вниз по течению, уходит коллектор под Зарядьем. Его построили в 60-х, как раз в очередной попытке решить проблему с подтоплением. А вот там направо, пойдем. Вот, решеточка вот эта, да, это как раз-таки старый коллектор дореволюционный. 819 года, да. Вот. Ну, естественно, что когда это построили, да, то необходимость в нем отпала. Сейчас он зарешочен, это, по-моему, год из 15-го поставили решетки. Там сейчас стоит сигнализация, ну, чтобы туда разные граждане не ходили. Камеры, датчики. И по этому тоннелю можно было пройти прямо к Красной площади, Александровский сад. Совершенно верно. Можно выйти. Попасть по нему в Кремль нельзя было, ну, вопреки расхожему заблуждению. Нет. Это, наоборот, как Кремль так обходишь, вот как Александровский сад и дальше к Москве-реке. Но выброситься в Александровском саду можно было, да. Или в Москву-реку выйти можно Нет, в было. Москву-реку там было... А, там комната же коллекторная, да? Да, тоже? там было очень как бы затруднительно это сделать. Только если на лодке выплыть. Да. Так что вот, ребята, впереди получается новый коллектор, а справа старый 819 года. В принципе, все, дальше мы пройти не сможем, поэтому будем возвращаться. Подошли немножко поближе, вот она гильотина, направляющие. И мало того, мы сейчас залезем в шиберную камеру, вот туда вот наверх, и посмотрим на эту гильотину сверху. Ну а вот здесь вот такой вид открывается, решетка, чтобы туда никто не ходил, сделали решеточку такую серьезную. Тут вот такая лестница, удобно подниматься в шиберную камеру. Сейчас я полезу. Все, мы поднялись наверх. Вот она, шиберная камера. Это вот основной рабочий шибер, правда, он уже не рабочий, заржавел. Но вот это два, наверное, запасных. Один и второй. Ну и здесь вот уже, я думаю, что там уже улица, да? За этими плитами улица. И есть люк.
По нему лучше... Близко к поверхности. По нему лучше не вылазить, да. То есть мы почти выбрались на поверхность, но выбираться мы не будем, а будем возвращаться. Вот, видите, какой там бурный поток. Ребят, если вы хотите как можно больше узнать про подземные реки нашей столицы, вы можете выиграть книгу «Подземные реки Москвы», которую написали сами ребята из группы ВКонтакте ГСС, группа «Свободные сталкеры». Ну, основным автором, наверное, ты был, Хэл, да? Ну, это был коллективный труд. Здесь перечислены 17 участников. Конечно, верстку книги и основной материал обрабатывал я, но на самом деле это мы делали все вместе, потому что здесь описано 153 реки, и это далеко на самом деле не все еще. И все эти речки пройдены, проползаны на корячках, на пузике. То есть информация собиралась не просто где-то из интернета, а именно вот сами проходили все и изучали. То есть книга написана из первых уст. Ребят, у вас есть возможность получить эту книгу абсолютно бесплатно. Будет конкурс, розыгрыш. Чтобы ее получить, нужно будет выполнить пару условий. Естественно, быть подписанным на мой канал, поставить лайк и написать «Хочу книгу от ГСС», группы свободных сталкеров. Ну и обязательно нужно подписаться на их группу. Ссылочки все будут в описании, и через пару недель, как выйдет этот ролик, я разыграю ее рандомно. Так что участвуй, обязательно подписывайся и получишь книгу от меня и от Хэла абсолютно бесплатно. Да, еще, кстати, важное замечание, то, что эта книга в твердом переплете, это, скажем так, эксклюзивчик, потому что в свободной продаже находится точно такая же наша книга, но в мягком переплете. Здесь твердый. Плюс еще есть цветные иллюстрации, это сами фотки. Маленький бонус приятный. Но это мы как авторы для себя заказали. Книга обалденная, так что не покупайте пиратскую копию, да, в мягком переплете. Нет, в мягком это нормально, лицензионное. Ну и заказать вы также можете в группе ГСС. Все, участвуйте и побеждайте. Какими-то окольными путями шли мы и пришли мы к Екатерининскому пруду. Вот он там, вот его видно, пруд. А вот эта специальная система сделана для того, чтобы, если пруд переполняется, то вся вода лишняя уходит в речку на Прудное, ну а потом в Неглинку и в Москву-реку. Что вот такой вот объект мы нашли. Все, идем дальше. Мы прошли точку залаза и сейчас идем к истоку речки Неглинки. И парни говорят, что свод сейчас начнет по высоте уменьшаться, все ниже, ниже, ниже становиться. Так что пока идем, пока нормально. Сам исток реки, ребят, мы, конечно, не увидим, но до дойдем, до туда дойдем. Коллекторов действительно становится все меньше. Уже приходится нагибаться. Не ракоход, но почти. Уа! И внизу вот там вот все разбито водой. Идти так себе неудобно. Скорость передвижения упала. Все, ребят, мы остановились, решили дальше не ходить. Метров 700 еще где-то осталось. И коллектор превратится в трубу. И там будет совсем не пройти. В общем, вот так вот выглядят верховья реки Неглинка. А мы возвращаемся и будем выбрасываться. Спустя 5 часов мы вернулись к тому месту, откуда мы забросились. Будем сейчас выбрасываться. Мы отсюда, да, забросились. Точно. Так, парни, когда выбрасываетесь, да, вылезаете, кричите крючок свободно, потому что
чтобы товарищ знал, да, что можно подниматься. А если сложно с рюкзаком забраться, да, просто передайте его товарищу. Ну, тут чуть привстаешь, передаешь. Мне легко вышло. Так, Все, хорошо. Да. Все, Да, ну как, выбрасываем. ты откроешь. Я поднялся на большой каменный мост, чтобы показать вам устье Неглинки. Вот оно, то есть, если мы смогли бы пройти мимо сигнализации, мы бы вышли сюда. Вот здесь вот находится коллекторная комната. Нет, это не комната с коллекторами. Там могли бы на лодочку с вами сесть и выплыть в Москву-реку. Так что вот здесь вот 3 века назад протекала река Неглинка. Сейчас ее укротили и спрятали под землю. Вот еще одно, ребят, доказательство о том, что когда-то здесь протекала река. Это Троицкий мост. Многие думают, что это часть Кремля, но это на самом деле не так. Это мост. Построен он был как раз, переброшен точнее, он был как раз через речку Неглинку в 1516 году. 9-пролетные пролеты заделали, а вот один пролет оставили как раз вот для людей. Как раз вот где идут люди, там, скорее всего, и была река. Все, я переоделся, парни вон тоже переодеваются. Это была река Неглинка, Неглинная. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А если вы хотите повторить наш маршрут, наш путь, сами не пытайтесь, обращайтесь к Хэллу. Хэл, к тебе можно обращаться, да? По поводу экскурсии, он вас проведет, все покажет, экипировка у него вся есть. Ссылочки все внизу будут, пишите ему в личку ВКонтакте. Все, давайте, всем пока-пока, ребята. Пока-пока!